Всем привет, с вами Виктория Ню, и это видео о том, как я делала сама себе маникюр под камеру и два дизайна на правой и на левой руке. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Как вы сами можете видеть, покрытие неприлично отросло, но ругать меня некому. Да и скажу вам честно, если бы у меня поломался один либо два ноготка, то покрытие я бы уже давно поменяла. Но так как все ноготки на месте, то у меня постоянно находились причины отложить это мероприятие на потом. Почти каждый день я отодвигаю кутикулу ноготком, словно пушером. Своего рода для меня это профилактика. Таким образом, кутикула особо не пристает к ногтевой пластине, да и птериги особо не образовывается. Безусловно, при таком сильно отросшем покрытии нужно осознавать все риски. При малейшем неловком движении в лучшем случае можно остаться без свободного края, а в худшем случае это может привести к травме. В прошлый раз я просто укрепила свои натуральные ноготки. Все они целы, наращивать нечего. В этот раз я решила сделать все то же самое, за исключением длины. Уберу просто длину. В первую очередь фрезой кукурузка с зелено-синей насечкой я укорачиваю свободный край. Далее этой же фрезой я снимаю старое покрытие. Начинаю я, как правило, с центра, потому что именно в этой части материала у меня больше всего. И потихоньку двигаюсь в сторону правого или левого бокового валика. Фрезой я стараюсь снять большую часть старого покрытия, даже если оно хорошо держится на ногтевой пластине. Ведь то, как оно себя поведет под новым укреплением, остается только гадать. Вдоль боковых валиков фрезой я особо старый материал не снимаю, так как я знаю, что там у меня покрытие очень тонкое, и эти участки я чуть позже доработаю пилочкой. Следующим этапом при помощи пушера я приподнимаю кутикулу. Именно приподнимаю, а не подталкиваю в сторону матрикса. Приоткрыв подкутикульный карман, а он у меня не глубокий, другой стороной пушера, у меня там такой вот топорик, я еще раз проверяю, нет ли у меня в подкутикульном пространстве каких-нибудь склеек. Для следующего этапа мне понадобится пилка. Для меня самые удобные это пилки в форме лодочка. В данном случае я использую металлическую основу от Stalex Pro Expert 40 и сменные файлы также от Stalex с абразивностью 180 грит. Если честно, я уже не помню, кто из блогеров первый показал лайфхак сверять длину ногтевых пластин при помощи циркуля. Большое, огромное спасибо этим блогерам. Я раньше делала это при помощи линейки, так как мой глазомер совсем не глазомер. Но циркулем на самом деле намного удобней. На этом этапе при помощи пилочки я определяюсь с длиной, с формой, а также мне нужно удалить липидный жировой слой на отросшей части ногтевой пластины для того, чтобы была хорошая сцепка материалов. При этом я чуть-чуть так вот слегка еще выравниваю ту часть ногтевой пластины, где мы снимали при помощи фрезы старое покрытие. На этом этапе самое главное полностью не спилить дорсальный слой, так как на следующем слое ногтевой пластины, интермедиальном или как его еще называют промежуточном слое, материал очень плохо держится и отслойки просто неизбежны. Затем приступаю непосредственно к маникюру. При помощи фрезы почка с красной насечкой я очищаю подкутикульное пространство, синусы, ногтевые пазухи. Также этой фрезой я прохожусь по латеральным валикам для того, чтобы удалить ороговевшие частички кожи. По большому счету, именно ногтевую пластину к дальнейшему покрытию я подготовила на предыдущем этапе. На этом этапе работа фрезы идет непосредственно в контакте с кожей. Особо я на этом этапе не усердствую, глубоко в пазухи, в синусы не лезу, просто очищаю птериги и с латеральных валиков ороговевшие частички кожи. Так как я сама себе мастер, конечно, я хорошо знаю свои руки, и хоть у меня не толстая, не мясистая кутикула, тем не менее я аккуратненько срезаю ее при помощи твизеров от Silver Star.
На этом этапе для меня самое главное не срезать ничего лишнего. Конечно же, осечки у меня бывают, но на этот раз все обошлось. Немного водички и при помощи микробраша удаляю пыль в пазухах. Затем при помощи безворсовой салфетки, увлажненной опять-таки обычной водой, я протираю уже все ноготки от пыли. К сожалению, этот этап у меня не записался, видимо, я забыла просто включить запись. Ну вот, собственно, и все, мои ноготки готовы к покрытию. Как вы думаете, сколько у меня времени ушло на создание маникюра с учетом съемки видео? Пожалуйста, напишите в комментариях, а чуть позже я отвечу на этот вопрос. Итак, покрытие. Так как ноготки не так давно контактировали с обычной водой, при помощи дегидратора я избавляюсь от излишней влажности, ну и заодно обезжириваю ногтевые пластины. Следующим этапом я использую праймер, также от Dance Legend. Как мы знаем, это средство является типа двухсторонним скотчем между натуральной ногтевой пластиной и искусственным материалом. Праймер я всегда наношу практически полусухой кистью, очень-очень тонким слоем. Тут главное не переборщить со средством и не попасть на кожу. Праймер и дегидратор я могу использовать абсолютно разных фирм. Но вот следующий этап гель-база. И тут у меня всегда только одна база от Dance Legend. Базу я всегда наношу тонким втирающим слоем на все 5 ноготков, дабы ускорить процесс. И тут для меня абсолютно не важно, какой материал я буду использовать дальше. Строительный гель, полигель или буду просто делать выравнивание гель-базой. Самое главное для меня это вот этот самый тонкий, практически втирающий слой флекси-базы от Dance Legend. После полимеризации на поверхности образуется дисперсионный слой, его я не удаляю. Укреплять ноготки буду при помощи строительного геля от компании Beauty Lux. При помощи кисточки минимальным количеством материала наношу скользящий слой, а затем уже выкладываю капельку побольше и распределяю по ногтевой пластине. И тут мне хотелось бы кое-что пояснить. Реальная, натуральная, моя родная архитектура моих ногтей меня устраивает. Она не идеальна, но она мне нравится. Никакого наращивания я тут не делала и выстроить какую-то новую а-ля правильную архитектуру не стремилась. Единственное, по всем правилам укрепления и выкладки материала в зоне стресса материала, как говорится, побольше, а вдоль линии кутикулы, у боковых валиков, на свободном крае материала поменьше. Вот и все. То есть это просто укрепление своих натуральных ногтей. Да и как вы, скорее всего, заметили, много материала я не выкладываю. В моем случае, чем больше, тем лучше, такое не работает. Да, и в принципе сейчас материалы такие, что позволяют выкладку не очень толстый слой. После полимеризации строительного геля на поверхности образовался дисперсионный слой. Перед тем, как делать дизайн, стемпинг-дизайн, липкий слой я удаляю. Из прошлого видеообзора на пластины от компании Aprotego мне очень понравилась пластина Etna. И еще на этапе тестирования мне уже хотелось сделать какой-то дизайн на своих ноготках. К тому же несколько девочек написали о том, что у них очень плохо держится стемпинг-дизайн на ноготках. В частности, речь шла именно о реверсивном стемпинге. Именно поэтому в этом видео я решила на двух руках сделать разные стемпинг-дизайны и особое внимание уделить именно закреплению такого дизайна на ноготках. Ну а в конце видео, конечно же, посмотрим с вами, как все это дело продержалось. С пластины для стемпинга я отпечатала рисунок обычным лаком для стемпинга. И, собственно, такими же обычными лаками для стемпинга я этот рисунок и раскрашиваю. После того, как мы расили рисунок, самое главное подождать, пока лак хорошо высохнет. Не стоит забывать, что лаки для стемпинга хорошо пигментированы. И при раскрашивании где-то может быть у вас толще слой, где-то тоньше.
Так как у меня не один штамп для стемпинга, пока сохнет один рисунок, я раскрашиваю другой. Так как рисунок на штампе полностью высох, для того, чтобы перенести его на ноготок, понадобится липкий слой. Можно использовать праймер непосредственно на ноготок. В данном случае я буду использовать обычный клей для фольги. Обратите внимание, что кисточка практически полусухая. Большого количества материала тут абсолютно не нужно. После того, как клей стал прозрачным, соответственно, он подсох, можно переносить рисунок уже на ноготок. Безусловно, такие небольшие стемпинг-рисунки на ноготках особого внимания в закреплении не требуют. Давайте усложним задачу. Отпечатаю рисунок побольше, раскрашу его обычными лаками для стемпинга, создам липкий слой при помощи клея для фольги и перенесу рисунок на свободный край, немного заходя на первый рисунок. После того, как мы раскрасили стемпинг-рисунок, у нас получился такой своего рода слайдер. И так как он больше, чем мне нужно, соответственно, от каких-то лишних элементов нужно избавиться. Сделать это можно при помощи ножниц, или как я в данном случае при помощи лопатки. Особо давить как-то на топорик не нужно, слайдер тонкий, довольно податливый. Тут, собственно, такими легкими движениями мы просто по периметру проходимся и затем уже легким движением, скажем так, руки избавляемся от лишнего. Дальше я беру кисточку, смачиваю в ацетоносодержащей жидкости и также по периметру прохожусь. Нужно это для того, чтобы ацетон немного разъел слайдер и сцепка, скажем так, была лучше. Дальше мне понадобится пилочка. При помощи нее я подпилю слайдер вдоль боковых валиков и на свободном крае. При этом прошу заметить, что я не пилю ноготок, я подпиливаю именно слайдер. И тут, думаю, у многих возникнет вполне логичный вопрос, а как быть, если стемпинг-рисунок размещен вдоль линии кутикулы? Для чистоты эксперимента давайте посмотрим и на этот процесс. Итак, при помощи лопатки, топорика я, если можно так сказать, подрезаю слайдер под размер ногтевой пластины. На этом этапе не обязательно использовать какой-то острый топорик. Можно использовать и тот пушер, которым вы уже, в принципе, особо не пользуетесь в работе. Далее при помощи кисточки и ацетоносодержащей жидкости я, если можно так сказать, стираю слайдер вдоль боковых валиков и вдоль линии кутикулы. А при помощи пилочки я подпиливаю слайдер по свободному краю. По-другому говоря, я удаляю слайдер примерно где-то на полмиллиметра от линии кутикулы и от боковых валиков. А перед тем, как закреплять такой дизайн, я немного отодвигаю кутикулу. Таким образом, расстояние до слайдера немного увеличивается. Как правило, все слайдер-дизайны и стемпинг-дизайны я сначала перекрываю базой, гель-базой. В данном случае я использую био-базу от Dance Legend. Эта база не смазывает стемпинг. Сейчас вы сами можете видеть, сколько бы я ни возюкала кисточкой, стемпинг не смажется. На этом этапе самое главное – это запечатать слайдер со всех сторон. И хотя слой базы тонкий, никаких кратеров не образуется, и после полимеризации, в принципе, можно перекрывать такой дизайн любым любимым вашим топом. Я сначала перекрыла дизайн глянцевым топом, но затем передумала и перекрыла матовый. На мой взгляд, под матовым топом этот дизайн выглядит как-то более симпатичным, скажем так. Данный дизайн – это больше эксперимент для того, чтобы показать и посмотреть, как такой дизайн будет держаться. На правой руке я точно так же укрепила ноготки, только цвет строительного геля другой. На правой руке стемпинг-дизайн будет очень простой, комментировать особо нечего, поэтому пока вы наблюдаете за процессом, я поделюсь своими впечатлениями и нюансами после съемки данного видео. Начну я, пожалуй, с того, что это не первый и даже не 10-й раз, когда я пыталась
заснять процесс создания маникюра на камеру. И каждый раз до этого, после того, как я начинала просматривать отснятый материал, я понимала, что там просто нечего показывать. Ну, а точнее, там мои волосы, нос, ну, никак не процесс самого маникюра. Я не знаю, как с этой задачей справляются девочки-блогеры, но у меня без хитрости не обошлось. Безусловно, отснять видео – это, конечно, очень хорошо, но для меня в первую очередь все равно было это сделать себе качественный маникюр, нигде ничего не пораниться. И так как это все-таки был по большей части эксперимент, то и покрытие должно, ну, как я рассчитывала, да, то есть держаться хорошо. Именно поэтому какую-то часть каждого процесса я делала на камеру, а после этого я выключала камеру и доделывала. В итоге отснятого материала у меня было больше, чем на 3 часа, но маникюр левой рукой на правой руке я даже не стала включать в это видео, потому что там просто не было нормальных кадров. Многие этапы на камеру я делала очень медленно, абсолютно не с той скоростью, с которой мне привычно. Да и кутикулу я на камеру срезала, можно сказать, на ощупь. В итоге на маникюр и укрепление со съемкой у меня ушло аж 6 часов. Вы представляете, 6 часов. После этого мне уже просто ничего не хотелось. И дизайны я делала на следующий день. Надеюсь, со временем и с практикой этот процесс будет занимать меньше времени, но вот пока что как есть. Ну а теперь давайте посмотрим на покрытие спустя чуть больше 3 недель. Как вы сами можете видеть, дизайн в технике реверсивный стемпинг отлично держится и со стороны кутикулы, и со стороны свободного края. Скорее всего, по мнению большинства мастеров ногтевого сервиса, мне уже пора делать коррекцию. Но так как все на месте и все хорошо вроде держится, пожалуй, я повременю с этим процессом. Но у своих зрителей мне хотелось бы узнать, как вам такой контент, стоит ли мне и дальше заморачиваться подобным образом или продолжить, как обычно, снимать обзоры. Буду очень признательна вашим комментариям на эту тему, а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!